Привет всем! Одесский морвокзал до войны был не только местом, куда заходили лайнеры с туристами, но и своего рода визитной карточкой Одессы. Там любили гулять одесситы и гости города. В летнее время прямо на свежем воздухе под морской бриз проводились концерты. А зимой в концертно-выставочном комплексе давались новогодние представления, проводились выставки и выступали артисты. Что же касается гостиницы «Одесса», то она мало кому нравилась, но с этим смирились. И вот сейчас от привычного образа морских ворот, можно сказать, ничего не осталось. Как строился морвокзал и почему гостиница так и не заработала на полную мощность, смотрите в этом видео. Ни для кого не секрет, что Одесский морской торговый порт строился и расширялся одновременно с городом. Поэтому их история так тесно переплетается между собой. Без порта Южная Пальмира была бы другой. При этом поначалу морского вокзала как такового в Одессе не было. Пассажирские суда швартовались к военному молу, где и находилось незаметное двухэтажное здание, где можно было до 1968 года купить билеты или дождаться своего судна. Попасть в кассы можно было с улицы Приморской справа от военного спуска, через портовые ворота и железнодорожные пути. Уже после Второй мировой войны, когда пошел рост пассажиропотока, возникла необходимость строительства в Одесском порту морвокзала. Первые проекты на новом моле появились в начале 50-х годов. По своей архитектуре это были классические ампирные постройки, окруженные колоннадами, портиками и увенчанные высоким шпилем. Однако реализацию начали не сразу. С приходом в власти Хрущева проект был пересмотрен. Изменился не только внешний вид, но и месторасположение. Его передвинули в середину нового мола и сделали кубическим, в духе конструктивизма и функционализма, но при этом сохранили характерные для ампира колонны. Позже проект еще несколько раз пересматривался, и только в 1960 году было предложено построить огромное здание, имитирующее стремительные обводы пассажирского лайнера. При строительстве использовались железобетон и стекло. Массивное сооружение строили без фундамента. Его установили на мощные деревянные сваи, которые вогнали в морское дно. Кроме этого, на 70 метров был продлен новый мол. По окончании строительства морского вокзала новый мол одновременно принимал и пассажирские, и грузовые суда. Для удобного перехода пассажиров на борт лайнера были передвижные трапы-мосты. В 1994 году здание было отремонтировано, а в процессе работ убрали большую часть первоначальных интерьеров. Их заменили на более современную отделку. Вместо складов на подземном уровне устроили огромный концертно-выставочный зал, расширили внутреннее помещение морвокзала и устроили яхт-клуб. С целью увеличения привлекательности туристической Одессы в 90-х годах принимается решение построить на новом моле современную удобную гостиницу. Она должна была стать одной из главных составляющих в цепочке расширения круизного бизнеса. Предполагалось, что в город не только будут заходить туристические суда, но и круизы составят таким образом, что отправной точкой станет жемчужина у моря. Строительство будущего отеля шло безумными темпами, и в кратчайшие сроки он был сдан. Возведение такого объекта за 2 года под ключ – фантастическая скорость, хотя и сумма на проект была потрачена тоже фантастическая. На строительство отеля в то время потратили более 24 миллионов долларов.
Гостиница возводилась как за счет государства 80%, так и за счет частных инвестиций 20%. Эта структура сохранилась и в вопросе собственности на туристический комплекс. Площадь комплекса 26 тысяч квадратных метров, 19 этажей, 82 метра высоты по шпилю, 158 комфортабельных номеров, из которых 132 стандартных номера, 15 номеров полулюкс, 10 люкс и 1 президентский номер. Также в здании предусмотрены конференц-залы, комнаты для переговоров, бизнес-центр, банкетный зал, рестораны и бары. 1500 квадратных метров занимали бассейн и бани, фитнес-зал, массажные кабинеты, солярий. Владельцем стал Одесский порт. Здание гостиницы стилистически завершало образ современного морского порта. 1 апреля 2001 года, прямо в разгар юморины, гостиница «Одесса» распахнула свои двери. Отель мог громко заявить о себе. Многие популярные отели в центре города занервничали. Да что там, даже отели у моря и в Аркадии как будто пропали из эфира. Ведь все говорили про новый отель. Новому комплексу сразу присвоили 5 звезд, а на его фасаде гордо красовалась вывеска «Кемпинский». Здание построено на сваях, вдавленных на глубину 32 метра. По задумке архитекторов, отель должен был символизировать нос пассажирского лайнера, а здание морвокзала – его палубу. Однако радость оказалась недолгой. Быстро вскрылись пустые обещания схемы аэропорт-гостиница-судно, которой просто не существовало. Как и оказалось обманом обещание включить территорию под гостиницей в свободную экономическую зону, сулившую значительную экономию оператору. Да и качество строительных отделочных работ оказалось на таком уровне, что оставляет желать лучшего. На просторах интернета можно найти истории былых постояльцев, где красочно описывается отвалившаяся прямо на глазах плитка и трещины на стенах. Одесский журналист Александр Филиппов отмечал, что номера были неудовлетворительного качества. Был сделан самый простой евроремонт, а снаружи здание выглядело не лучше, чем внутри. Стоимость номера в отеле составляла в среднем $300-400 США, но в здании проживало одновременно не более 10 человек. В результате отель «Кемпинский» решил досрочно расторгнуть договор через 9 месяцев после открытия гостиницы. Убрали и одну звезду из гостиницы. Так из 5-звездочной она стала 4-звездочной. Стоит отметить, что многим одесситам новое здание, которое испортило вид на море с Потемкинской лестницы, сразу не понравилось. Его между собой стали называть бетонным монстром. Отель проработал десятилетия и повидал много именитых гостей за этот период. Но также был центром многих скандалов и судебных разбирательств. В марте 2011 года на должность начальника Одесского морского порта был назначен Николай Павлюк. Ему предписывалось провести открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность директора гостиницы «Одесса». В том же году он был задержан. Ему инкриминировалась незаконная трата 170 тысяч гривен на ремонт гостиницы в интересах частного лица. В сентябре 2011 года Высший хозяйственный суд отменил решение о передаче Одесским морским торговым портом гостиницы «Одесса» в пользование третьим лицам и вернул его в управление государством. Тогда же гостиница и была закрыта на основании отсутствия прибыли. Многие архитекторы говорят о том, что здание небезопасно. Территория подвергается деформации и усадкам. Там небезопасно находиться людям. С 2015 года ходили слухи о возможном перезапуске отеля, что отель вот-вот заработает. В 2016 году часть гостиницы перешла в частные руки,
В этом же году ее обещали открыть после реконструкции. Однако гостиница так и осталась стоять пустой. Как рассказывал одесский бизнесмен Андрей Ставницер, он выкупил все долги отеля из частных рук и планировал вместе с иностранными инвесторами создать на морвокзале большую зону отдыха. К сожалению, отель так и не смог стать центральным местом отдыха и развлечений в Одессе, пока был открыт. Зато оброс огромным количеством легенд и слухов, пока был закрыт. 22 апреля 2018 года руферы попали в здание гостиницы и исследовали, как она выглядит изнутри. Любитель экстремальных видов спорта Евгений Лата заночевал в одном из самых дорогих номеров. Свою вылазку он запечатлел на фотокамеру. Историю о своих похождениях Евгений опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Так он описывал свои впечатления. Высоченный, заброшенный отель до сих пор хранит мебель в комнатах и алкоголь в мини-барах. До сих пор отсюда открывается вид на Одессу, и до сих пор он стоит покинутый вместо того, чтобы принимать участие в развитии туристического потенциала Одессы. К сожалению, в отеле воды, электроэнергии нет. В номерах остались мебель образца начала 2000-х. В коридорах местами обвалился потолок. Долгие годы Одесский морской вокзал и гостиница «Одесса» были визитной карточкой города и одним из лучших открыточных видов города. Наконец, 2019 года гостиницу готовили к концессии. Хотели провести серьезный ремонт как снаружи, так и внутри. Стоимость реконструкции составляла около 200 миллионов гривен. Одесский бизнесмен Андрей Ставницер в Фейсбуке написал: «Этот отель – памятник раздолбайству и безвкусице. Не нравился мне так же, как и всем одесситам. Поэтому я мечтал его, наконец, реконструировать. Мечтал давно об этом, проинвестировал $1 миллион, выкупил долю у приватных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал сделку с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского морвокзала. Нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, не уступающей Барселоне или Копенгагену. В ночь на 25 сентября 2023 года в ходе российского обстрела гостиница была частично разрушена. Возник пожар.
Андрей Ставницер добавил: «Все будет, все отстроим. Не дождетесь. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах».